Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Момент настолько незначительный, но достаточно сильный, чтобы разделить миллионы. Взгляд, шаг, молчаливая реакция. Почему Чингук всегда оказывается именно там, когда Тэхён в нем нуждается? Это совпадение или что-то гораздо более глубокое, о чем никто не смеет говорить вслух? Сегодня вечером мы не просто пересматриваем вирусные клипы, мы раскрываем закономерность, которая наблюдается годами, скрытую на виду. От едва заметных защитных жестов до моментов, когда Чингук реагирует еще до того, как кто-либо это заметит. Как это возможно? И более важный вопрос, почему именно он? Почему всегда именно он? Некоторые называют это дружбой, другие говорят, что это просто фантазия фанатов. Но тогда объясните это, почему эти моменты повторяются из года в год, в разных местах, в разных ситуациях, с той же интенсивностью, с теми же эмоциями, с той же реакцией ARMY по всему миру. И вот здесь становится еще более шокирующим. Что происходит, когда Тэхён начинает искать Чингука первым? Это все еще просто совпадение, или мы являемся свидетелями связи, выходящей за рамки того, что мир готов понять? Оставайтесь с нами, потому что то, что вы сейчас увидите, может изменить ваше восприятие Тэкука все это время. И к концу вы, возможно, зададите себе тот же вопрос, на который все боятся ответить. Шепот, превратившийся в бурю. Простой жест, вызвавший глобальные дебаты. И один вопрос, который никак не исчезнет, почему Чингук всегда, кажется, защищает Тэхёна, независимо от ситуации, независимо от камер, независимо от негативной реакции? Сегодня вечером мы раскроем моменты, которые фанаты не могут игнорировать, подсказки, скрытые на виду, и эмоциональную правду, которая разделила ARMY и разозлила хейтеров. Это преданность или что-то более глубокое, что никто не готов признать? Тихий момент, который должен был остаться незамеченным. Взгляд, едва заметное движение, защитный инстинкт, развернувшийся за секунды. Но в мире BTS ничто не остается скрытым надолго. В считанные минуты видеоролики распространились со скоростью Ле Wildfire. Скриншоты анализировались покадрово, и знакомый сюжет всплыл с еще большей интенсивностью. Чингук в очередной раз заменяет Тэхёна. Почему это происходит снова и снова? Это не первый раз, когда фанаты становятся свидетелями того, что многие теперь называют молчаливой защитой Чингука. И даже не второй или третий. За эти годы вырисовывается определенная закономерность. Небольшие, почти незаметные действия, которые, будучи связанными воедино, образуют нечто гораздо большее, чем просто совпадение. Рука, протянутая в нужный момент, изменение положения, словно защищая, взгляд, задержавшийся на секунду дольше, чем нужно, проверка, подтверждение, успокоение. И все же, в то время как миллионы ARMY видят тепло, преданность и нерушимую связь, другие видят нечто совершенно иное. Критики ставят это под сомнение, хейтеры отвергают это, некоторые даже пытаются разобрать это по частям, настаивая на том, что это всего лишь интерпретация фанатов. Но тогда, почему это продолжает происходить? Последний момент, вновь разжегший глобальную дискуссию, на первый взгляд казался слишком простым, чтобы иметь значение. Тэхён выглядел слегка замкнутым во время публичного выступления. Ничего драматичного, ничего, что обычно попадало бы в заголовки. Но Чингук это заметил. В этом фанаты уверены. Потому что за считанные секунды его поведение изменилось. Его внимание переключилось. Он приблизился незаметно, осторожно, словно его подтолкнул инстинкт, а не намерение. Это не было громко. Это не было показным. И, возможно, именно поэтому это так сильно задело. Потому что настоящие моменты редко бывают такими. Когда видео распространилось в сети, ARMY снова начали складывать пазлы. Это было не новое поведение. Это было продолжение чего-то давно наблюдаемого, давно обсуждаемого и так и не получившего полного объяснения. С первых дней дебюта и до недавних выступлений на мировых сценах действия Чингука по отношению к Тэхёну часто носили другой тон, защитный, намеренный, невысказанный.
И это поднимает вопрос, на который никто, кажется, не может дать однозначного ответа, от чего именно он его защищает. Это непомерное давление славы, постоянное внимание, эмоциональная нагрузка, которая сопутствует статусу одного из самых узнаваемых лиц в мире? Или это что-то более личное, что-то более глубокое, существующее за пределами досягаемости камер и общественного понимания? Поклонники вспоминают моменты из прошлого, которые теперь невозможно игнорировать. Времена, когда Тэхён казался подавленным, а Чингук был рядом, всегда рядом, заполняя тишину, меняя настроение, перенаправляя внимание. Моменты, когда интервью принимали неожиданные повороты, и Чингук незаметно вмешивался, уводя разговор в сторону. Выступления, где позиционирование казалось почти стратегическим, словно созданным для того, чтобы держать Тэхёна в пределах досягаемости. Совпадение или закономерность? Эмоциональная значимость этих наблюдений со временем только усилилась. Потому что дело не только в том, что делает Чингук, дело в том, как он это делает. Нет ни колебаний, ни видимого расчета, только мгновенные, инстинктивные действия. И именно это продолжает смущать тех, кто пытается это игнорировать. Потому что инстинкт не может легко объяснить. В то время как ARMY заваливают социальные сети эмоциональными реакциями, выражая восхищение, благодарность, а иногда даже боль, нарастает другая волна. Более громкий и резкий ответ от тех, кто отказывается видеть что-либо за пределами поверхностных взаимодействий. Это просто дружба, утверждают они. Это преувеличено, заявляют они. Но даже эти аргументы начинают ослабевать перед лицом огромного количества доказательств. Годы моментов. Бесчисленные видеоролики. Шаблоны, которые не ломаются. И все же самая большая загадка остается неразгаданной, почему Чингук всегда замечает первым? Прежде чем кто-либо еще отреагирует, прежде чем ситуация обострится, прежде чем настроение полностью изменится, он замечает. Одна только эта деталь стала одним из самых обсуждаемых аспектов этой продолжающейся истории. Потому что замечать требует внимания. Это требует осознанности. А в такой хаотичной и требовательной среде, как мировая слава, поддерживать такой уровень внимания непросто. Если только это не имеет значения. Если только речь не идет о самом человеке. По мере того, как дискуссии накаляются, некоторые фанаты начинают пересматривать старые видеозаписи с новой точки зрения. Сцены, которые когда-то казались обычными, теперь приобретают иной вес, тихое утешение за кулисами, перекличка во время выступления, момент молчания, который говорит громче слов. И с каждым заново найденным фрагментом повествования становится сильнее, глубже, эмоционально насыщеннее. Но с этой эмоциональной интенсивностью приходит и разделение. Не все хотят, чтобы эта история существовала. Есть те, кто активно сопротивляется, кто пытается разделить, переосмыслить, упростить то, что миллионы считают сложным и глубоко значимым. И их сопротивление только подливает масло в огонь, создавая цикл, в котором каждый новый момент становится одновременно и доказательством, и полем битвы. Так где же истина? Это просто случай двух людей с крепкой связью, усиленной взглядом глобального фанатского сообщества? Или есть нечто более многослойное, более сложное, нечто, что нельзя четко классифицировать или легко объяснить? Ответ остается неуловимым. Но нельзя отрицать влияние. Каждый раз, когда Чингук вмешивается, каждый раз, когда он подстраивается, защищает или просто остается рядом, реакция мгновенная и мощная. Фанаты чувствуют это. Они реагируют на это. Они анализируют это, делятся этим, защищают это. Потому что в эти моменты есть что-то неоспоримо реальное, что-то, что пробивается сквозь шум и затрагивает людей на глубоком эмоциональном уровне. И, возможно, именно поэтому это так важно. Потому что в индустрии, часто определяемой показушностью, сценарием и контролем, эти незапланированные, мимолетные взаимодействия ощущаются как проблески подлинности. Моменты, когда маска спадает, пусть даже всего на секунду. Моменты, которые невозможно подделать. По мере развития дискуссии становится все яснее одно – речь идет не только о Чингуке и Тэхёне.
Речь идет о восприятии, эмоциях и человеческой склонности искать смысл и связь. Речь идет о историях, которые люди создают, об истинах, в которые они верят, и о чувствах, которые они не могут игнорировать. И в центре всего этого остается тот же вопрос: почему Чингук всегда защищает Тэхёна? Это преданность. Это привычка. Это что-то, что еще не поддается описанию словами. Или это истина настолько простая, настолько очевидная, что ее все это время игнорировали. Пока мир продолжает наблюдать, строить предположения, чувствовать. Каждый взгляд, каждое движение, каждый тихий акт заботы становится частью более масштабного повествования, которое отказывается исчезнуть. И, пожалуй, самое удивительное во всем этом не то, что эти моменты существуют, а то, что, сколько бы раз они ни случались, они все равно вызывают шок. Потому что в мире, который видит все, некоторые вещи все еще невозможно полностью объяснить. История не заканчивается одним моментом, и она не исчезает после того, как один вирусный ролик пропадает под бесконечной лентой глобального внимания. Вместо этого оно растет, слой за слоем, мгновение за мгновением, формируя повествование, которое невозможно игнорировать, сколько бы раз его ни ставили под сомнение, не оспаривали, не отрицали. Потому что то, что ARMY начали замечать дальше, полностью изменило тон. Речь уже не шла просто о защите. Это стало ощущаться как предвкушение. В недавно всплывших кадрах фанаты указали на нечто еще более поразительное. Чингук не просто реагирует, когда Тэхён нуждается в нем, кажется, он знает об этом еще до того, как что-либо произойдет. Изменение выражения лица Тэхёна, длящееся меньше секунды, пауза, слишком незаметная для большинства, и все же Чингук двигается. Не драматично, не так, чтобы привлечь внимание, а ровно настолько, чтобы сократить дистанцию, закрепить момент, прежде чем он зайдет слишком далеко. Как можно так быстро что-то распознать? Этот вопрос теперь стал центром ожесточенных дебатов. Потому что реагировать – это одно, а предвкушать – это предполагает уровень понимания, выходящий за рамки поверхностного восприятия. Это наводит на мысль о чем-то знакомом, глубоком, невысказанном знакомом. И именно здесь повествование начинает принимать эмоциональный оборот, к которому не были готовы даже давние поклонники. Фрагменты из разных лет, разных городов, разных сцен все демонстрируют одну и ту же закономерность. Тэхён немного смещается, а Чингук мгновенно адаптируется. Не один, не два раза, а постоянно на протяжении всего времени. Это какая-то тайная рутина? Или это что-то, выработанное годами совместного опыта, который публика никогда полностью не увидит? По мере распространения этих вопросов появлялся и другой слой истории, тот, который привносил в разговор и теплоту, и напряжение. Потому что наряду с восхищением, в некоторых уголках интернета возникало и чувство дискомфорта. Растущее сопротивление идее, что нечто настолько эмоционально значимое может существовать на виду у всех. Почему это вызывает у людей дискомфорт? Некоторые утверждают, что фанаты слишком глубоко анализируют обычные взаимодействия. Другие настаивают на том, что этот нарратив создает ненужные разногласия. Но тут же возникает контрвопрос: если эти моменты действительно обычны, почему они продолжают вызывать такие необычные реакции? Почему миллионы людей останавливаются, перематывают и каждый раз что-то чувствуют? Ответ может заключаться не в том, что видно, а в том, что чувствуется. Потому что за пределами анализа, за пределами предположений, существует эмоциональный подтекст, который нельзя легко игнорировать. Ощущение того, что что-то подлинное разворачивается тихо, без объявления или объяснения. И в мире, где подлинность часто ставится под сомнение, это чувство становится сильным, даже непреодолимым. Но по мере углубления эмоциональной связи растет и напряжение. Хейтеры стали громче, прямолинейнее, пытаясь разрушить сложившуюся ситуацию с помощью более резкой критики. Они выделяют другие дружеские отношения, другие взаимодействия, пытаясь уравновесить чашу весов и размыть фокус. Они ставят под сомнение мотивы, обвиняют фанатов в преувеличении и противостоят растущему убеждению, что действия Чингука имеют уникальный вес в отношении Тэхёна. И все же, моменты продолжаются.
Незапланированные. Непредвиденные. Во время недавнего публичного выступления, которое многие теперь описывают как невозможное для игнорирования, Тэхён на мгновение, казалось, был ошеломлен интенсивностью толпы. Это было коротко, настолько коротко, что случайные зрители могли этого и вовсе не заметить. Но не Чингук. В считанные секунды он изменил свое положение, незаметно, но решительно, создав пространство, которое казалось намеренным, защитным, присутствующим. Не было ни слова, ни видимого подтверждения, но послание было достаточно ясным, чтобы вызвать новую волну глобальной реакции. Эйяр и Муай отреагировали почти мгновенно, завалив платформы эмоциональными интерпретациями, сравнениями и одной повторяющейся фразой, которая теперь стала символом всей этой истории. Он всегда рядом. 3 простых слова, и все же они несут в себе вес лет. По мере того, как все больше людей стали это замечать, возник более глубокий вопрос. Вопрос, выходящий за рамки отдельных моментов и затрагивающий смысл. Что значит всегда быть рядом с кем-то, не дожидаясь просьбы? Это ответственность. Это инстинкт. Или это связь, которая существует настолько естественно, настолько непринужденно, что не требует объяснений. Эти вопросы остаются без ответа, но их невозможно игнорировать. Чем больше проявляется эта закономерность, тем сложнее свести ее к совпадению. Одна только последовательность опровергает эту идею. А последовательность в таком непредсказуемом мире, как мир развлечений, встречается редко, почти подозрительно редко. И именно здесь загадка становится все запутаннее. Потому что, пока фанаты продолжают анализировать видимое, существует целый мир невидимых моментов, остающихся вне досягаемости. Разговоры, которые никогда не были записаны, реакции, которые никогда не были зафиксированы, эмоции, которые существуют за кадром. Если то, что уже видно, кажется таким значимым, что же остается скрытым? Этот вопрос вызвал одни из самых эмоциональных откликов. Потому что он открывает двери для возможностей, которые одновременно прекрасны и душераздирающие. Идея о том, что то, чему становятся свидетелями фанаты, лишь малая часть гораздо большей реальности, которая разворачивается вдали от камер, вдали от общественного внимания. Реальности, где действия не наблюдаются, а ощущаются. И, возможно, именно поэтому эта история продолжает так глубоко отзываться в сердцах людей. Потому что в своей основе это отражает нечто универсально человеческое, желание быть понятым без слов, быть поддержанным без просьб, быть защищенным без объяснений. И в действиях Чингука по отношению к Тэхёну многие считают, что видят именно это. Не игру. Не историю, созданную ради привлечения внимания. А нечто более тихое. Нечто настоящее. Тем не менее, вопросы остаются. Почему именно он? Почему всегда именно он? Почему Чингук снова и снова вмешивается, словно это для него естественно? Потому ли, что он понимает Тэхёна так, как другие не могут? Или потому, что в мире, полном шума, он выбрал быть тем, кто слушает? Пока мир продолжает наблюдать, становится ясно одно – эта история еще далека от завершения. Потому что пока существуют эти моменты, вопросы будут следовать за ними. И пока Чингук продолжает приближаться, замечая хотя бы малейший намек. Еще немного, и тайна будет только углубляться. И как раз тогда, когда кажется, что все уже было увидено, что-то новое снова меняет ход событий. Тихий момент. Никакого сценического света. Никакого представления. Просто Тэхён идет чуть позади, его выражение лица нечитаемо для большинства, но не для Чингука. В мгновение ока Чингук замедляет шаг. Не настолько, чтобы привлечь внимание, но достаточно, чтобы сократить дистанцию. Достаточно, чтобы сказать что-то, не говоря ни слова. Зачем замедлять шаг, если только ты не хочешь, чтобы кто-то шел один? Этот единственный момент изменил все. Потому что речь больше не шла о реакции под давлением. Это был выбор. Тихое, осознанное решение оставаться рядом. И снова реакция была мгновенной. Некоторые назвали это бессмысленным.
Другие назвали это всем. Но один вопрос звучал громче, чем когда-либо: если это ничего не значит, почему так кажется? Потому что на этом этапе речь идет уже не об отдельных моментах. Речь идет о закономерности. О неизменности, которая отказывается исчезать. От защитных жестов до молчаливого ожидания, до чего-то такого простого, как совпадение шагов, каждый элемент надстраивается над предыдущим. А затем произошло нечто еще более неожиданное. В коротком взаимодействии Тэхён это заметил. На долю секунды их взгляды встретились. Ни улыбок, ни слов, только узнавание. И в этот момент повествование снова изменилось. Потому что это перестало быть односторонним. Это стало ощущаться как нечто общее. Не просто защита, а связь. И именно здесь напряжение усиливается. Потому что чем сильнее кажется связь, тем сильнее становится сопротивление. Критики давят сильнее, ставя под сомнение все, отвергая каждую деталь. Но моменты не прекращаются. Они продолжаются, неизменные, незатронутые, почти как будто существуют вне интерпретаций, построенных вокруг них. И, возможно, это самая важная часть. Потому что когда что-то продолжается, независимо от того, как это воспринимается, это поднимает другой тип вопросов. Не «что мы видим», а «почему это продолжает происходить?». Возможно, однозначного ответа никогда не будет. Но одну истину невозможно игнорировать. Каким бы незначительным ни был момент, каким бы незаметным ни было действие, Чингук всегда рядом. И каким-то образом. Тэхён никогда не бывает один.